выключить. Так, поехали. Как я выгляжу. Да давай, камера, ну. Так всегда, Android вообще мрак. Куда ты нажимаешь, он... Нет. Ну, конечно, нужно теперь понять, как развернуть камеру. То есть использовать фронтальную, чтобы я себя видел. Ну, давай, не будем так. Хорошо, давайте так. Привет. Это Анатолий Бородин, фаундер и продюсер журнала про колготки.com, лучшего журнала колготок в мире. Все ждали следующего выпуска, и у меня, к сожалению, не получалось. Ведь почему предыдущий выпуск был таким интересным? Как минимум, да, я не буду преувеличивать. Потому что там было от души какие-то вот мысли, наболевшие от души. А так как сейчас я испытываю душевные трудности, переживания, то и поэтому и записать-то нечего, и сказать нечего. Просто депрессия, понятно, зима, холод наступил, но в целом-то сложности с проектом, всевозможные продажи упали, ребята. Да, вы смотреть-то любите бесплатно, а деньги-то платить никто не хочет. Пока не найдено решение. У меня все это было органически. Я занимался развитием проекта органическим путем. Просто сам шел в соцсети и там публиковал. Привет, ребята, вот у меня новый журнал, вот я сам все делаю. И оттуда ребята приходили и подписывались. И, в общем, радовались жизни. Как только немножко все изменилось, я сфокусировался на производстве, на фотосессиях, которые вы так любите. Селфи, с которых я вам публикую в Фейсбуке. Я сфокусировался на них, и все, продажи привстали. Скажем так, привстали продажи, хотя значение, конечно, обратное. В целом, все замечательно. Ну, дай подумать, ну, что еще сказать. Чтобы снимать видео, должно быть какое-то озарение. Вот эта тема сейчас я расскажу, а у меня пока такого озарения нет. Ну, потому что мы все с вами живые люди, и у всех свои мысли, сложности. Что мы сейчас делаем? У меня произошла очень интересная история. Я искал модельера, потому что я очень впечатлен журналами Vogue, Elle. Vogue представляет из себя икону стиля, икону высочайшего вкуса, недостижимого. До Vogue ни тебе, ни мне не допрыгнуть, как бы ты ни старался. То есть можно делать попытки, но Vogue как бренд под своим зонтиком собрал самых утонченных людей с самым сильно развитым чувством вкуса. И я раньше не понимал, я вот Vogue листал, 10 лет назад, например, я открываю Vogue, и я вижу, что первые 20 страниц это реклама брендов, и я думаю, зачем же столько рекламы? Нафига? Это же журнал, он должен что-то рассказывать. Я просто не понимал, что именно эти первые 20 страниц это марки одежды первой линии. Посмотрите, что там в Vogue на первых страницах. Chanel, Dior, Dolce Gabbana. Я почувствовал, что мне это очень интересно. И я решил воссоздать что-то в своих фотосессиях. Не просто колготки, да, а колготки как часть утонченного женственного образа. Ну и начал искать. Ищу модельера, ищу стилиста. У кого есть выходы на шоурумы? Давайте, ребята, давайте сотрудничать. Стилисты некоторые написали, и, наверное, мне нужно было с ними плотнее начать работать. Но произошло так, что выскочила ниоткуда не возьмись Алиса Максимова, с которой мы работали в 2011 году на выездном мероприятии, которое я сам организовал, собрал кучу моделей, людей, колготок, модельера с его одеждой, с ее одеждой. Все было весело. Поэтому я решил, раз уж мы с ней работали, наверное, она наиболее адекватный человек из всех вариантов. Из всех предложенных вариантов, с ней я работал, а с остальными людьми нет. Организовал. Быстро все, кастинги, набрали сотни заявок моделей. Давайте снимем красивые платья Алисы Максимовой, у нее красивая коллекция. Она в современном виде переосмыслила и воссоздала образ русской красавицы со всеми этими элементами кокошников. Посмотрите, там румяна на щеках, вышивка тонкая. Я подумал, бы здорово девчонок, особенно в цветных колготках и в этих одеждах. Все договорился, собрал модели, забронировал, оплатил студию.
Но вчера, 21 ноября. Алиса попросил за ней заехать на другой конец Москвы, на Волгоградку, в 9 утра. Ой, ну, можете себе представить, в 9 утра Волгоградский проспект — это сатанизм. Блин, у меня теперь зайчики от этого телефона. Она не отвечает ни на телефон, ни на что. В 9:15 я написал, что я уезжаю, и я уехал. А в это время студия оплачена, модели уже едут, уже развернуть ничего нельзя. Я пишу моделям, звоню, пока стою в пробке, набираю, звоню, девчонки, приношу извинения, модельер исчезла, придется сниматься в том, что есть. А девчонки говорят, а у меня только я с собой белье взяла и каблуки, все. Ну и тут Анатолий, белье и каблуки и колготки, как это будет прекрасно. В общем, я-то обрадовался, но не хотелось, чтобы это выглядело обманом или неприличным, поэтому, неудобно очень с моделями вышло. Но пришлось выкручиваться. И здесь я понял очень важную вещь. Выбрав однажды путь, по которому ты идешь, в принципе, в момент выбора ты готов уже ко всем геморроям, которые ждут тебя на этом пути. Если ты, выбрав свой путь, идешь по нему и встречаешься, сталкиваешься с какой-то проблемой, которую ты не можешь решить, и ты сразу, все, я, наверное, не буду, значит, это не твой путь. Значит, это не твой путь, ты его не выбрал. В итоге я понял, что либо я выкручусь и решу, либо я просто потеряю деньги и просто, не буду этим больше заниматься. Просто вот все. Алиса кинула, модели, студия оплачена, модели приехали, все, заканчивать, что ли? Конечно, нет. Будем решать. Мы нашли решение, я тоже покажу фоточки. Наверное, сейчас вот они должны крутиться у вас на экране. Девчонки отличные, интерьер отличный, но без модельера мы проживем. Рассказал вам душераздирающую историю из своей жизни. И, наверное, пока все. Спасибо вам. До новых встреч. Пока. Ну-ка, опа. Ты вообще пишешь? Хорошо. Вау! Ага. Вот, я наконец понял. Вот я выгляжу. У меня сумки. У меня еще сумка с колготками. Я сейчас шел и думал, потому что холодно, посмотрите, какой хардкор. И это бодрит, это заставляет тебя шевелиться быстрее. Пока ты жив, шевелись быстрее, жизнь короткая. Бросил курить, да. Я хотел сказать, я думаю о смерти. Не в том смысле, что какой-то там покончить самоубийством. Я думаю о том, что, ты живешь. Вот мне сейчас 36 лет. 36 – это очень много, мне кажется. Вот ты живешь, а потом все. Потом просто наступает момент, когда жизнь заканчивается. Все, конец, гроб, крышка. И что ты делал в этой жизни? Что ты делал? Чем ты занимался? Я буду рад знать, что большая часть моей жизни была окружена красивыми женщинами в колготках и в белье. Я разобрался в себе, было время разобраться в себе. Я понял, что это то, что я хочу. Чтобы вся моя жизнь прошла в окружении красивых женщин, молодых, стройных и полуголых. Голые неинтересно. Я пробовал снимать обнаженную натуру, прям вот все сиськи-письки. Мне неинтересно. Самое большое заблуждение, через которое я прошел, это то, что я смотрел на других людей. У меня вот такой внутренний мир, вот такой, да, женщины, да, пожалуйста. Вот такой, это нужно было увидеть. Я смотрел на других людей. Например, кто-то рожден технарем, кто-то рожден бизнесменом, кто-то рожден для того, чтобы зарабатывать миллиарды в тазик с бетоном, ноги закатывать. Есть люди, которые рождены для этого, и они это делают, и они счастливы. Есть люди, которые управляют крупными компаниями, генеральные директоры, SEO. Они рождены для этого. И они нашли себя и делают это. И когда я на них смотрю, я понимаю, что нет, пусть у меня там будет, пост генерального директора, и не будет при этом красивых женщин каждый день в колготках вокруг меня.
Вот это суть, которую нужно искать. Ищите, ребят, не теряйтесь. Это очень важно, разобраться в себе. Тогда все встанет на свои места. Пазл сложится. Только тогда. Найди время, разберись в себе, что тебе нужно. Кто ты? Что ты? Технарь? Программировать? Ты уверен, что ты хочешь всю жизнь сидеть в коде компьютерном? Разберись. Это не потому, что тебе нравится, что технарям, программерам сейчас платят много. Ладно, короче, устал. Давай, пойду, надо спортом заниматься. Пока.